Приветствую вас на канале Вика Виктория. В этом видео я продолжу рассказ о своем опыте лечения неоперированного гормонозависимого рака груди растительными ядами. Их применение требует чрезвычайной осторожности и понимания сути вопроса. Этой теме будет посвящено несколько видео, и в первом я кратко расскажу о научных подходах и механизме уничтожения раковой опухоли ядом. А те, кто досмотрит это видео до конца, узнают, соблюдение каких правил требует применения растительных ядов. В растительных ядах присутствуют алкалоиды, и именно они важны для лечения рака. Алкалоиды вырабатываются растениями и представляют собой сложные азотосодержащие соединения щелочного характера. В воде они нерастворимы. Главным руководством в практике исцеления рака ядами, на мой взгляд, является книга Марка Жоланса. Ее автор считает, что теоретические обоснования концепции главной роли иммунитета в лечении раковых опухолей несостоятельны, и что на реальную помощь иммунитета рассчитывать не приходится. Он утверждает, что опухоль, прежде чем стать раковой, проходит этап злокачественности. И не каждая злокачественная клетка раковая. Все злокачественные опухоли в организме должны уничтожаться в ходе естественного отбора на клеточном уровне. А если это не происходит, то это результат дефекта в системе этого самого естественного отбора. Такие дефекты, по мнению Марка Жоланса, связаны с недостатком кислорода в клетках организма. Это происходит по причине отклонения от нормы двух показателей: давление крови в легочном круге кровообращения и гормоны щитовидной железы тироксина. Красиво звучит, очень бодро автор громит теоретические подходы других исследователей с научными степенями и без. И логичным будет вопрос: а что иммунитет? Это не результат естественного отбора? Но научные дискуссии хороши для того момента, когда рак разожмет свои клешни. Поэтому для меня были важны практические рекомендации Марка Яковлевича. Но прежде чем начать рассказ о растительных ядах, хочу сказать, что в этой книге есть несколько важных моментов. Биопсия может соединить опухоль с кровеносной системой и превратить эту опухоль в раковую. Не старение организма, не истощение его защитных сил дает перевес в сторону онко. Это делает прорастание в опухоль капилляров кровеносной системы. Если первая опухолевая клетка окажется вблизи капилляров кровеносной системы, развитие опухоли может быть чрезвычайно быстрым. Когда в октябре 2019 года мне делали биопсию, медиками было совершено 2 прокола. Первый зажил очень быстро, у второго ракового возникло уплотнение, которое не рассасывалось 4 года и без лечения не исчезло бы само по себе. И так как раковую опухоль хирурги стремятся быстренько удалить вместе с местом прокола, то степень вредности этого анализа просто игнорируется и не обсуждается. Жоланс обращает внимание, что для раковых клеток характерен более высокий уровень обмена веществ. Все разновидности рака приобретают общее свойство – безудержный метаболизм и размножение.
Раковые клетки очень прожорливы. В течение нескольких лет жизни клетки злокачественной опухоли на втором этапе ее развития утилизируют глюкозу только в режиме брожения, создавая вокруг опухоли своеобразный склад молочной кислоты. Но никаких болевых ощущений это не вызывает. Иначе злокачественные опухоли легко бы диагностировались еще до превращения их в раковые. Злокачественные клетки опухоли превращаются в раковые на третьем этапе развития. С этого времени они уже не испытывают кислородного голодания. Став раковыми, после прорастания в опухоль капилляров кровеносной системы, эти клетки теперь уже добывают энергию из глюкозы горением, то есть в 19 раз эффективнее, чем брожением. А глюкозу получают с кровью по потребности, прям как при коммунизме, отнимая ее у остальных органов и тканей организма. Придать обратное направление развитию раковой опухоли невозможно. Раковые опухоли можно только уничтожать, используя при этом их общее свойство – безудержный рост и в несколько раз повышенный обмен веществ. Прожорливые клетки рака будут быстрее накапливать яд, чем здоровые. Применение ядов для излечения рака требует соблюдения ряда простых, но очень важных правил. Одновременно следует применять только один яд. Длительность применения первого яда не должна превышать 8 месяцев. 3 цикла по 80 дней, чтобы избежать приспособления раковых клеток к используемому яду, необходимо иметь на смену другие яды такого же типа. Лечение раковой опухоли ядами необходимо начинать, невзирая на степень ее развития. Либо наступит исцеление, либо не хватит времени, но будет избавление от боли. Лечение ядами необходимо начинать, игнорируя имевшие место хирургические и радиологические вмешательства. А для приближения действующего вещества яда к раковым клеткам целесообразно дополнительно вводить яды, например, в прямую кишку при опухоли в ней. Если операция неизбежна, то автор рекомендует начинать лечение ядами до нее. Особенности питания при излечении рака ядами – это отдельная важная тема. Забегая вперед, скажу только, что алкоголь, кофе, чай, в том числе зеленый, кислые продукты и жидкости помешают действию яда. Растительный яд не только уничтожает раковые клетки, его воздействию подвергаются и нормальные клетки организма. Иммунитет после приема настойки яда будет снижен. Важно проследить, в какой степени. Снижение должно быть небольшим, восстановимым. Состояние большинства клеток в организме плохо поддаются контролю. Даже косвенным образом тяжело судить о разрушении ядом раковых клеток. В этом смысле клетки крови, лейкоциты и тромбоциты удобны для контроля за действием яда. Все необходимые показатели дает общий анализ крови. Поэтому перед началом лечения рака ядами анализ крови обязателен. И по ходу лечения
Через каждые 1-2 месяца также необходимы контрольные анализы. Нужно следить, чтобы количество лейкоцитов в крови не было ниже 3500-4000 в 1 мм кубическом. Тромбоцитов же ниже 150 тысяч в 1 мм кубическом. Снижение количества лейкоцитов в крови ниже этого значения свидетельствует о передозировке яда и требует уменьшения дозы. Существенное уменьшение числа лейкоцитов в крови при лейкозах, как правило, является хорошим результатом лечения. Чтобы следовать этим правилам, мне пришлось среди врачей найти союзников. И лучшим из них для меня оказался химиотерапевт, у которого был не только научный интерес, но и возможность при государственной поддержке выписывать направления на бесплатный анализ крови. В следующем видео я перечислю эффективные для лечения онкологии растительные яды и расскажу о самом распространенном из них – болиголовье, где я его взяла и как его применяла. Спасибо, что были со мной и досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, будет интересно. С вами была Вика Виктория.